Здорово, чел. Чтобы сделать свою нехеровую игру, нужен не один месяц работы над ней. Тем более, если делать все в одиночку. Но давай опустим эти сроки и сделаем с тобой одну и ту же игру за 10, 30 и 45 минут. И наглядно увидим, как изменится вид нашей игры. Суть игры будет такова. Есть платформочка, по которой мы будем прыгать и бегать, неважно. Сверху на нас будет сыпаться куча сосулек, и если мы под них попадаем, нам тренда. Посередине у нас будет что-то типа базы, в которой без очереди никого впускать нельзя, иначе нам опять-таки тренда. С боков постоянно будут ломиться всякие убожества, которым похер на этикет, они без приглашения намылились к нам в гости. Главная задача в игре будет продержаться как можно дольше, несмотря ни на какие обстоятельства. У нас будет не все так уж и плохо, у нас будет возможность сделать пил-пил, и у нас будет не одна хпшка, а целых 3. И еще с неба вместе с конченными сосульками будет время от времени падать бусты, которые будут давать нам явное преимущество над засранцами, быкующих на нас с разных сторон. Начнем с игры за 10 минут. Снизу у нас таймер, чтобы ни у кого не возникало предположений, что я врунишка и делаю что-то нечестно. За такой срок мы успеем сделать чуть больше, чем нихера. Для начала сделаем уровень, по которому мы будем прыг-прыг делать. Картинка плюс коллайдер, ничего того, на чем бы стоило остановиться. Вообще не особо стоит останавливаться, мне типа времени не жопой жуй, так что нужно как-то урезать свое красноречие, а то на уровне мы и остановимся. Создадим жертву нашей быстрой игры, робота с AliExpress. По нему видно, что он жизнью потрепан, но не суть важно. Другого кандидата просто не было. Так что кидаем ему коллайдер и Rigid Body, куда вписываем свои значения. На очереди наша сосулька, кидаем на нее полигон коллайдер и физику и делаем префабом. Теперь делаем текстовый элемент, который будет отображать количество времени, которое мы уже безысходно держимся. Теперь нашего персонажа мы сделаем чуть более полезнее географии в 21 веке. Управление будет с помощью клавиатуры, где при нажатии на пробел и нахождении на земле мы будем делать прыжок. При нажатии на стрелочки мы будем ходить в ту сторону, куда указывает стрелочка. Также делаем переменную времени, к которой мы каждую секунду будем прибавлять единичку, а отображать будем через toString, в аргументы которого мы будем передавать 0,0 для того, чтобы отображалось всего 2 знака после запятой. Вон триггер Enter 2D при соприкосновении с чем-то, что имеет тег Game Over, мы будем уничтожать объект. Также добавляем методы на нахождение объекта на коллайдере и его отсутствие там, и изменяем значение переменной Ground. Кидаем скрипт, записываем в него то, что нужно, после делаем скрипт для спавнера. Внутри по истечению времени, которое мы будем случайно генерировать, мы будем спавнить наши сосульки в рандомной позиции по X и на нужной позиции по Y. Подключаем скрипт и теперь сделаем так, чтобы сосульки со временем самоуничтожались. Длительность их жизни будет 20 секунд, после чего мы их безжалостно нахер удаляем. Кидаем на сосульки скрипт, также добавляем тег Game Over, иначе ничего работать не станет. Запускаем, конечно, не AAA гейм, но за 10 минут это вполне нормальный результат. Теперь перейдем к игрульке за 30 минут. Сейчас уровень выглядит не так, как того бы мне хотелось. Такое ощущение, что мы по ящикам прыгаем. Изменим вид блоков и заделаем отверстие в платформе, так как сейчас оно уже будет мешать. Займемся соперниками. Будет два типа, летающие и не летающие. Нихуя себе, блядь. У них есть анимация, но у нас нет времени ее добавлять, поэтому пока что без нее. Начнем с летающего. Он выглядит как горошинка с Чернобыля, но сейчас не об этом. Кидаем ему полигон коллайдер плюс Rigid Body и даем такой же тег, что и у сосулек. Теперь я попрошу закрыть глаза чересчур впечатлительным, а также беременным людям, ибо сухопутные противники получились слишком жутковаты и не у всех психика выдержит вот это. Блин, это же те, кто на меня не подписан, точняк. С ним делаем то же самое, что и с воздушным, но еще добавим ему не триггерный коллайдер, чтобы он не падал сквозь землю. Сделаем для них спавнер. Это будет просто красный треугольничек, который пока что ничего уметь не будет. Займемся кодом для них.
Внутри у нас будет лист игровых объектов, куда мы будем передавать наших соперников. Потом по истечению таймера мы будем генерировать случайного противника. И в случае, если он летающий, будем делать его создание чуть выше спавнера. Если он наземный, то будем его спавнить чуть ниже спавнера. Подключаем все, что нужно, и чтобы дать нашим неуважаемым соперникам назойливость и уверенность, как у сотрудников компании Oriflame, сделаем для них отдельный скрипт. Внутри эти полоумные будут двигаться к нулевой позиции по иксу и разворачиваться в нужную сторону. Кидаем код на наших соперников. Теперь сделаем место, в которое противники будут так сжечь, как нарываться попасть, а также уберем скрипт спавнера с нашего игрока и поставим его на нашу базу. Чтобы база имела функцию разрешения, добавим коду спавнера условие, что если кто-то из соперников влетает в нее, то мы останавливаем время. Это типа будет проигрышем, просто по лучшей идее нету, а и времени на такое не так уж и много. Теперь сделаем так, чтобы наш игрок мог расстреливать всех, кто ломится к нему в гости без приглашения. Также немного изменим кусочек с моментом проигрыша. Сосульки будут теперь иметь тег, отличающихся от тега противников. Потому что мы никак не сможем избежать попадания сосулек по базе. А это будет уже в свою очередь совсем нихера нечестная игра. И будет типа неинтересно, ну все такое типа. Сделаем пульку. Это картинка с коллайдерами физикой, а также отдельным скриптом. Будем искать нашего игрока по имени и основываясь на том, в какую сторону он будет повернут, в ту сторону пулька и будет лететь. Также со временем будем удалять пульку. Кидаем скрипт на пульку, меняем тег сосульки и изменим немного цвет заднего фона. Пускай он будет оттенка желтого снега, выглядит весьма неплохо. Запускаем, все работает как и должно. Выглядит, конечно, уже прикольнее, даже можно посидеть поиграть, но все же это еще так себе. Теперь мы должны сделать из нее настоящую конфетку. Создадим 3 картинки с Image Type Fillet, они будут отображать количество наших жизней. В коде ГГшки добавим массив картинок, и теперь при столкновении с чем-либо мы не будем удалять нашего игрока, а просто будем стирать одно сердечко. Чтобы игра была интереснее, добавим в нее бусты, которые время от времени будут шмякаться на землю и приносить нам удовольствие. Будет 2 варианта: аптечка, которая восполнит одно сердечко, и щит, который будет нас защищать от всякого урона небольшой промежуток времени. На каждом будет 2 коллайдера, один триггерный, второй нет, тег, который будет говорить о том, что делает этот объект, а также Rigid Body, чтобы они могли шмякаться на землю. Щит заранее будет готов, только когда он не активирован, он будет находиться в спящем режиме. Все, что он из себя представляет, это картинка с триггерным коллайдером, также он привязан к игроку. В коде игрока добавим этот щит и переменную, отображающую, сколько он еще будет активирован. При столкновении с триггерными коллайдерами добавим проверку на то, что если тег равен тегу нашего буста, мы будем выполнять какую-то определенную функцию. С аптечкой мы будем добавлять одно сердечко, а с щитом мы будем активировать нашу броню и восполнять таймер брони. Теперь сделаем апгрейд спавнера, чтобы он повысил свой функционал и спавнил не только сосульки. Будем сами в сцене выставлять ему скорость и перечислять объекты, которые он будет в рандомном порядке спавнить. Также, если активирован режим ускорения, мы будем постоянно уменьшать промежуток времени между спавнами определенного объекта. Теперь немного изменим код для противников. Минимальная и максимальная скорость будет находиться в отдельных переменных, которые будут публично статическими, чтобы мы их могли изменять в других скриптах. Также добавим еще объекты, из-за которых соперники будут уничтожаться, нашего игрока и щит. И последний штрих в коде спавнера. Мы будем постоянно увеличивать максимальную и минимальную скорость противников, чтобы со временем игра становилась только сложнее. В сцене на нашу базу кидаем еще один скрипт спавнера, который будет отвечать за спавн бустов. Так как у нас есть еще немного времени, мы можем добавить нашим противникам анимацию. Таким образом мы немного улучшим общий вид игры. В связи с тем, что весь уровень, по которому мы бегаем и прыгаем, это вот такой вот длинный прямоугольничек, мы уберем с префаба блока коллайдер, так как я заметил, что из-за того, что оно не сделано с ювелирной точностью, иногда неправильное значение имеет переменная прыжка, и не всегда удается прыгнуть, поэтому создадим просто пустой объект, на котором будет коллайдер, по которому мы как раз таки и будем бегать и прыгать без багов.
Также не забываем в скрипт игрока кинуть щит. Запускаем и играем. Вышло великолепно. Конечно, дизайн не самый лучший, но за такой промежуток времени вышло довольно интересно и вполне играбельно. Ну вот мы с тобой сделали свою игру за разные промежутки времени, и получилось у нас довольно-таки неплохо. Рано, конечно, заливать в Play Market, но на Game Jam игра бы вполне подошла. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, а также подписываться. Еще раз СПС и всем покедова!